Всем доброй ночи. Друзья мои, я хочу сейчас поговорить с вами об одной теме, которую давно просили, но для того, чтобы эту тему освещать, нужно созреть. Момент должен настать, чтобы ты решила поговорить на эту тему. Мы с вами сейчас поговорим о коронованных ведьмах. Может быть, кто-то слышал этот термин, может быть, где-то читал, но не до конца знает, что это такое. И существуют ли вообще коронованные ведьмы в природе? Кто их коронует? Что значит коронованные, коронация, передача венца и прочее? Дело в том, что люди, которые далеки от магии, даже если они будут притворяться, что они что-либо мыслят в магии, никогда в жизни не поймут, что значит коронованная ведьма, что значит всецелая преданность силам магии и просто бескомпромиссная вера в эту силу. В данный момент я, наверное, более доступна, чтобы объяснить вам, скажу, что магия это религия. Это именно религия, и человек, который в этой религии находится, должен подчиниться всем правилам и канонам этой религии, если он хочет существовать в ней, если он хочет найти защиту, знание, помощь, если он хочет жить, не нуждаясь ни в чем, если он хочет быть признан людьми, то он должен подчиняться силам этой религии. Человек, который говорит о магии, но в то же самое время ходит по святым местам, считая, что там набирается сил. Человек, который говорит о магии, о темных сферах, но в то же самое время дает молитву во имя Отца и Сына и прочее, прочее. Такой человек либо не знает, что такое магия, либо притворяется, что он вообще имеет какие-либо знания, потому что одно с другим не совпадает. Я иногда смотрю абсурдные ритуалы людей, которые... Я никогда не комментирую, я прохожу мимо, потому что я уже вам сказала, что я такой человек. Я вообще бесконфликтный человек, как бы это ни звучало, может быть невероятно, но я должна трогать человека или людей, если меня затронули. Однако до этого момента я могу просто наблюдать за много чем, но никогда не встреваю, не ставлю свои 5 копеек, мне это не интересно. Так вот, если человек, говорящий о магии, будет давать защитные молитвы, это человек ноль в магии. Потому что магия к молитвам и к новоиспеченным религиям никакого отношения не имеет. Можно использовать эти силы для себя, можно пойти в церковь, набраться сил. Много чего можно. Есть новые течения в магии, которые, в принципе, я не скажу, что я противник или сторонник. Что-то там можно перенять, что-то можно взять. Я всегда говорила, что любое течение создается с какой-то целью и создается не просто так от балды. Это все дается от как бы верхних слоев и сфер. Верхний не означает там святых, ну просто те, которые выше нас находятся. Однако новоиспеченные религии абсолютно не способны перебороть магию, не смогли, не смогут никогда, потому что магия – первая религия человечества. Это когда человек еще только умел говорить со стихиями, когда он был очень близок к богам, к духам, к силам и все время обращался к ним. Хочу вам сказать, что черный континент выжил благодаря своей религии, благодаря вере в предков, в духов природы. Вуду построен всецело на поклонении духам. И
темнокожее население Африки, попадая в плен, в рабство, настолько ревностно сохраняла все эти свои традиции, обычаи, что даже маскируя их, пытаясь хоть как-то уберечь, поскольку плантаторы запрещали даже молиться своим силам, да, нужно было как-то это маскировать, они каждому духу Вуду дали определенную маску, то есть закрыли его. Например, та же Матерь Ошун была святой Богоматерью, мама Бригит была святая Екатерина и прочие. Все их боги, все их сущности были маскированы под христианских святых. Поэтому, например, в креольской традиции настолько перемешано, что в их церкви фиг поймешь, это храм Вуду или что, потому что рядом с распятием Христа тут же изображение мамы Бригит, рядом дух зомби и прочее, все вперемешку. Потому что от своих традиций они отказываться не желали. Как мне сказал один житель Африки, он как бы европеец, но он уже сколько лет живет там. Когда мы как-то говорили, общались с ним, он сказал, знаешь, утром они благочестивые католики, ночью они дикие вудуисты. Они не гнушаются ни одним, ни тем, и они нашли компромисс между этими двумя религиями. Точнее, я бы сказала, христианство нашло компромисс, потому что понимали, что по-другому просто эту религию никто не примет. Так вот, именно потому, что магия есть древнейшая религия, первая вера человечества, невозможно переплюнуть, перескакать и быть сильнее этой силы никакими нововведениями, никакими новыми религиями и прочее. Вернемся к коронованным ведьмам. Что это означает? Что означает передать корону? Дорогие друзья, их специально никто не коронует, никто не надевает на них венец, никто не призывает им кланяться. Об этом можно всего лишь догадаться, и то, коронованная она или нет, могут понять и догадаться только те, которые сами что-то мыслят в магии. Потому что для любого нормального человека, как бы обычного, да, жителя планеты Земля, это звучит абсурдно. Коронованный, не коронованный. Что есть коронованная ведьма? Во-первых, по праву рождения. Если у нее есть предки, даже если она об этом не знает, но в любом случае в ней чувствуется эта сила, и к ней идут знания не из ниоткуда, ну, как нам кажется, из ниоткуда. На самом деле все закономерно имеет свое объяснение и логику. Так вот, если у нее это происходит, вполне можно предположить, что она коронованная, потому что ей передали венец, корону от предков ей. То есть, если сравнить, скажем, с властью цариц, то передача власти, да, от матери к дочери или там от отца к сыну, здесь от матери или бабушки к дочери. Мы сейчас говорим именно о ведьмах, не о ведьмаках пока еще. Вот эта передача силы, передача знаний, передача видений, глубокомыслия и прочее, это и есть та самая коронация, то есть венец, который передается из поколения в поколение среди ведьм. От бабушки к внучке и так далее, и так продолжается. Коронованные ведьмы, как правило, имеют две стороны медали, то есть две натуры. Они разрушители, они созидатели. Среднего не дано. Они могут быть либо жестокие, либо очень добрые. То есть вы средние проявления этой ведьмы не увидите. Она может быть очень добра, очень всепрощающий, очень понимающий человек, а может быть очень жестокий человек и очень мстительный. Коронованные ведьмы тем опасны для обычных, скажем, людей, занимающихся эзотерикой или там
для обычных философов, которые много прочитали и как бы считают, что они уже знают магию и так далее, они тем разрушительны для этих людей, что стоит в их сферу внедриться этой коронованной особе, и их полностью, вот их это представление о мире переворачивается. И у людей, и у этих практикующих, если они так себя называют. То есть они боятся ее. Они боятся ее, потому что то, что знает она и как она может это преподнести, им это не дано. И они это чувствуют. Они это чувствуют и сторонятся. Изначально коронованную ведьму могут не узнать, имею в виду именно такие философы или эзотерики, или люди просто среднестатистически чем-то занимающиеся. Могут ее не узнать, не понять и напасть. То есть пытаться показать свою силу, свою там превосходство и прочее. Но потом, поняв, с кем имеют они дело, они отходят в сторону. Любой человек, любая личность, которая против нее прет, у любой личности разрушается и личная жизнь, и психическая устойчивость, и все, что создал этот человек. То есть это разрушительная сила, имейте в виду. Поэтому слово «коронованная ведьма» это далеко не означает добрая такая пушистая добрая фея, которая всех подряд награждает. Она разрушитель. Если к такой ведьме обращается человек, которого ни за что обидели, эта женщина еще не начала свою работу, а вот ее силы начинают мстить за этого человека. То есть она взяла этого человека под крыло. Понимаете? И поэтому коронованной ведьме идут и приходят с очень страшными проблемами. Средних у нее, в принципе, приемов и просто разговоров не бывает. Она решает очень страшные проблемы, то, что многим не под силу. У коронованных ведьм сфера, пространство работает за нее. Достаточно этому человеку сказать о несправедливости, и несправедливость там начинает рушиться. Об этом говорю не только я, об этом говорили и многие, и можно найти много статей по этому поводу, что коронованные ведьмы, те, которые взяли венец у своих предков, то есть обвенчались тьмой, обвенчались этой силой, им передали венец, им передали управление, им передали силу, знания и прочее, прочее, то есть ее сделали преемником, да. Такая женщина, ей стоит достаточно просто узнать о несправедливости, и там уже несправедливость начинает переворачиваются вверх ногами. То есть люди, которые в этом замешаны, начинают наказываться. Она может еще и не начать, она может просто возмущаться. Она может просто разозлиться. И сила, которая рядом с ней, начинает действовать. Ее слова имеют огромную силу. Ей достаточно просто сказать, что бы она хотела, и это сбывается. Она не зациклена на картах, она не зациклена на камнях, она не зациклена на каких-то знаках и прочее, прочее. Она видит суть. Она может сказать без ничего, что случается или что случится. Иногда этот человек от всей души может желать хорошее, это хорошее случится, даже если впереди ничего хорошего не предвещало. То есть, например, она может сказать: я желаю тебе удачи, пусть у тебя получится. Или у тебя все должно получиться, или получится. И после ее слов это начнет получаться. Вы знаете, есть такое выражение, когда говорят: о, ведьма пришла, все, всю малину сейчас испоганит. Это касаемо любого коллектива, например. Я уже говорила о том, что есть ведьмы, которые много лет не говорят о своем ремесле, о своих знаниях, боясь, что начнутся не просто гонения, что они начнут быть использованы всеми своими близкими, знакомыми: а посмотри, а скажи, а покажи, а помоги и так далее. И они это скрывают, они могут где-то это проявлять, кого-то принимать, кому-то помочь, но вокруг себя стараются это не говорить. Но рано или поздно это выходит наружу, это скрыть невозможно долго. Обязательно перед ней пронесут какую-то ситуацию, когда она не вытерпит, просто увидев, что человек гибнет, поможет.
подскажет, скажет, что делать. После этого они уже узнают, и дальше ей уже некуда деваться. К ней снова начнут обращаться. Это не спрятать никак. Силы не любят, когда ведьма держит свою силу, знания, умения при себе. Они обязательно вытаскивают это наружу. Так вот, достаточно такой женщине внедриться в коллектив, где есть несправедливость, она там ничего делать не будет, она никого не будет защищать, она никому не будет писать жалобы, но достаточно ее присутствия там, чтобы ее силы начали там работать, все разрушать, всех куда-нибудь отправлять. В общем, раскрываются такие все такие интриги закрытые, такие закрытые дела, такие нелицеприятные факты и прочее выходят на свет Божий, что через некоторое время замечают, что куда бы ни пошла эта женщина работать, там обязательно случается разоблачение и прочее. В конце концов, она становится просто, она просто входит в черный список, и директора, узнав о ней, уже ее не принимают. Они ее боятся. Они знают, что обязательно стоит этой женщине там появиться, и ее присутствие одного, просто присутствие, достаточно, чтобы это все начинало раскрываться, открываться, и чтобы начались разоблачения, чтобы начались преследования, чтобы виновные получили наказание. Потому что ее присутствие, ее приход туда уже разрушительная сила для тех, которые недостойно себя ведут. Понимаете? Она, с одной стороны, как защитник, с другой стороны, она как каратель, с третьей стороны, она как добродетель и созидатель, то есть в ней много личностей. И все эти личности служат одной цели – магии. У этого человека никогда нету страха перед завтрашним днем. У этого человека полная уверенность и вера в силы. Потому что более ясно и четко, и более открыто, как она видела действие этих сил, мало кто видел. У нее просто бескомпромиссная вера в силы и в то, что они ее защищают, в то, что они ей помогают, оберегают и дают все, что она хочет. Обычно коронованные ведьмы начинают становиться более известны широкой массе людей, и не обязательно, чтобы они где-то выступали или что-то делали. Просто, если даже они ведут прием, они обычно сами по себе становятся известны. То есть для них не существует рекламы, для них не существует какой-то специальной продвижки вперед и так далее. Им это абсолютно не нужно, это все их ведет. Сила ведет их вперед. Сила, которая ее короновала, которая взяла венец у бабушки, передала ей, ведет ее вперед. И обычно они более известны становятся миру после 33-34 лет, и более их сила концентрируется, сильнее и неуязвимее всего они становятся ближе к 40. После 40 для них уже никаких преград просто не существует. Живут они столько, сколько они решают. Есть определенный срок их жизни, который им сказано, но если они решают, если они хотят, они могут попросить и продлить свой срок. Если нет, то они могут уйти в тот срок, когда им хочется. На самом деле это люди, которые не боятся смерти. Они там побывали не раз, и они это видели, эти сферы. Для них не существует страха, преград. Они свое в любом случае получают, что бы там ни было, начиная от денег и заканчивая подчинением людей. У них есть огромные обширные знания. Многие эти знания, которые они передают людям, они сами не знают, откуда это пришло. То есть это не следствие начитанности и обучаемости, потому что начитанность и обучаемость не дает столько, сколько дается этим людям. Но из каких-то сфер, откуда-то, из каких-то пластов информации им это дается. Вычитывают они вашу жизнь просто как будто жили рядом с вами. Им это дано. Влияют они на вас очень сильно. И очень быстро вы это чувствуете. Вы очень легко можете попасть под влияние, если она этого хочет. С одной стороны, это опасные натуры,
опасные разрушительные натуры. С другой стороны, это созидательные натуры, поэтому с коронованными ведьмами надо быть и начеку, но в то же самое время нечего их бояться, потому что они, ну, как натура, они добрые. Конечно, в меру добрые. В любом случае, если этот человек начинает с вами работать, если этот человек ведет с вами определенную деятельность и начинает вам помогать, можете быть уверены, что у вас не просто это получится, у вас и дальше будет взлет в жизни, потому что, еще раз повторяю, что есть определенные силы, которые ее окружают. И любой человек, который попадает в сферу ее влияния, в сферу ее деятельности, и которым она хочет либо помочь, либо навредить, и то, и другое у нее получается делать с очень хорошим результатом. В древние времена были определенные метки, по которым узнавали коронованных ведьм свои. Это не обязательно, то есть то, что мы читаем, скажем, в «Молот и ведьм», это совсем не те приметы ведьм. Там нафантазировано для того, чтобы представить ведьму в ужасном свете, понятное дело. Но есть определенные со временем, да, определенные четкие такие признаки бывают телесные. Например, большая родинка где-то называется поцелуй сатаны. У таких ведьм обязательно где-то должна быть большая родинка. У них может быть проблема с глазами, один глаз может косить или что-нибудь еще случится. Кроме того, они рождаются либо огненными, либо, значит, воздушными знаками. И такое есть. Почему? Потому что зачатие в летний период очень сильно влияет на рождение вот такого типа детей. Если есть, конечно, у них в роду те, кому надо передать, да, этот венец, то получается, что ребенок и планированный, и не планированный. Какой-то силой он запланирован именно в летний период. Влияние особое солнца дает такой вот смесь знаний, познаний и какой-то особенной мозговой деятельности этих людей. Они не ведут себя, скажем так, они не стараются как-то отличиться, но их очень быстро можно отличить от толпы, потому что они неординарные, они необычные. И это бросается в глаза. И не обязательно, чтобы они были красавицы, они могут быть наоборот. Как правило, очень много именно сильных ведьм, известных в мире, с искалеченными определенными изъянами. Я сейчас не буду перечислять, но я думаю, что многих известных, знаменитых, сильных практиков, которых, может, называли даже святыми, даже называли великими там, чародейками или просто там, ясновидцами, как хотите. В любом случае, у многих из них были определенные изъяны, искалеченное тело. То есть это тоже определенная примета. Понимаете, для того, чтобы видеть коронованную среди своих, нужно самой знать магию, нужно быть из этой сферы. Потому что коронованность не значит надеть на голову какую-то цепочку. Коронованность – это совсем иное. Это иной вид деятельности, это иное, как бы сказать, это не бросается в глаза, чтобы понять, кто из них коронованный, кто нет. В деяниях, в делах видно коронованность ведьмы или обычность ведьмы. То есть есть ведьмы, которые пока еще до коронации, ну, скажем так, они еще не дослужились, не увидели это. Хотя коронация не происходит в таком зрелом возрасте. Коронованные ведьмы коронуются с детства. Они сами это не знают, но они рождаются уже с таким намерением как бы всю свою жизнь посвятить этим силам. Они как жрицы в храме этих сил, древних сил. И древние силы ее ведут вперед. Так что, если вы хотели узнать, что такое коронованная ведьма, я вам скажу, как правило, потомственная ведьма сильная и та, чьи дела говорят сами за себя. Вот так я вам скажу, наверное, так лучше. Потому что это и есть признак коронованности ведьм.
Вот все, что я вам перечислила. Самый главный показатель коронованности ведьмы – это ее дела, которые сами уже за себя говорят. Кем она является, какой, откуда пришла и куда она ведет за собой, скажем, людей или тех же самых, ну, учеников не будем говорить, как правило, таких учеников не берут, потому что они очень ревностно относятся к знаниям. Они, как правило, самые сакральные знания передают только своим и тем, которые после них приходят. Но в любом случае за этим человеком очень многие идут, и по ее деяниям, по ее образу жизни можно понять и сделать выводы. Тому ли числу коронованных принадлежит этот человек. Всем удачи!